Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по-прежнему 4 января, четверг, и я начинаю вторую часть моего сегодняшнего видеовыпуска, в котором мы говорим о планах, возможных планах союзников и вооруженных сил Украины на этот год и, вероятно, на следующий год. Ну и, кроме того, хочу остановиться на самых острых вопросах последней недели, я сказал бы так, ответить на два вопроса моих зрителей. Когда у Украины будут ракеты, которыми она сможет поражать объекты на территории, собственно, Российской Федерации, и когда нам дадут Торос и другие ракеты, которые способны на это. Вот, перечислив таким образом те проблемы, которые стоят перед ВСУ в плане новых видов вооружений, пополнения оружия, боеприпасов, а также проблемы совершенствования подготовки личного состава, автор анализа Джек Ватлинг переходит к планам, как он считает, реалистичный план на 2024 год и дальше. Так вот, по его словам, реалистичный план предусматривает выделение Киеву ресурсов для поддержания оборонительной позиции на протяжении большей части 2024 года. В то время как подразделения ВСУ будут проходить подготовку и будет производиться оснащение их техникой и боеприпасами для проведения наступательных операций, которые в основном развернутся мощные наступательные в 2025 году, если все будет нормально с техникой в этом году. Ну, в принципе, мы с вами так об этом и говорили. То есть это будет на 2024 год, это будет активная оборона, где будут построены оборонительные рубежи, которые будет занимать ВСУ, где обороняющиеся будут нести меньшие потери, чем наступающие в мясных атаках орки, и в то же время нанесение ударов со стороны ВСУ по логистическим центрам, командным пунктам орков в пределах досягаемости тех ракет, которые будут предоставлены. Насчет ракет мы с вами еще поговорим. Но основные, как он полагает, наступательные действия будут развернуты в 2025 году. И логика здесь есть, понимаете, нельзя, то есть Украина не может себе позволить роскошь экспериментировать с шапкозакидательскими настроениями или в поставке неосуществляемых задач. Как пишет автор, помимо уверенности, которую этот план даст украинским генералам, то есть они будут иметь достаточное количество боеприпасов, отремонтированные системы оружия, запчасти, они будут иметь бойцов, которые хорошо управляют новой техникой в боевых условиях, повторяю, не на поле этого самого учебного центра, на плацу, фигурально выражаясь, а в боевых условиях. Это придаст им смелость и уверенность в планировании новых наступательных операций. Это также станет сигналом для Кремля, что не может просто так пересидеть, что со временем боеспособность ВСУ будет истощаться, и что враг он может выиграть войну на истощение. Он должен понимать, что наоборот, боеспособность ВСУ со временем укрепляется. Обязательство Соединенных Штатов поддерживать Украину в течение 2024 года также сместит стимулы европейских союзников. У них будет больше времени на капитальные инвестиции в этом году с тем, чтобы снять больший урожай от произведенной продукции в следующем году. То есть в следующем Соединенные Штаты вот сейчас основную нагрузку несут в этом году. В следующем, как предполагается, европейское ВПК должно заработать в полную мощность благодаря тем инвестициям, которые делаются в этом году.
И это снизит напряженность на Соединенные Штаты Америки. Вот как пишет автор, интересные цифры. Сейчас объем оборонных бюджетов 54 стран, которые поддерживают Украину, значительно превышает 100 миллиардов долларов в месяц. 100 миллиардов долларов в месяц. В то время как текущая поддержка ими Украины обходится этим государством менее чем в 6 миллиардов долларов в месяц. То есть у них есть в распоряжении 100 миллиардов для их оборонных бюджетов, из которых они могут или предоставляют Украине меньше 6. То есть резервовых у них хоть отбавляй. И жалобы на то, что это падает какой-то дополнительной нагрузкой на экономику, понижает уровень жизни людей. Это все для безграмотной толпы, для местной ваты. Вот, в частности, аналитик пишет, смотрите, что финансирование Украины часто представляют некоторые политики и некоторые так называемые эксперты на Западе, как просто выбрасывание денег, передачу денег Украине безвозвратно. Это глубоко ошибочно, потому что большая часть этой помощи останется в этих же государствах, поспособствует развитию ВПК и всего, значит, отсюда всей экономики. И в то время, когда ситуация с экономикой напряженная, в Европе в большей степени, чем в Соединенных Штатах Америки, это может стать локомотивом развития экономического этих стран. То есть тут, казалось бы, надо использовать этот вариант и доносить это до населения, что это в том, что это не обеднит их, а наоборот в потенциале улучшит их экономическую ситуацию. Также высказывается мнение, пишет автор, что поддержка Украины со стороны США идет в ущерб готовности американцев противостоять Китаю. Это главное, это главная задача Китая. А Украина, да бог с ним, это так, это мелочь и так далее. Как пишет Матлинг, если Китай увидит, что Соединенные Штаты не в состоянии поддерживать военные усилия хотя бы в одной точке, то есть в данном случае в Европе, то вывод для него однозначен. Нужно активизировать силовые методы установления контроля над Тайванем. Поэтому неспособность США обеспечить Украине необходимую поддержку, оно фактически подорвет авторитет Соединенных Штатов во всем мире, в том числе в Европе. Поэтому расширенное производство вооружений для Украины жизненно необходимо и для Соединенных Штатов, и для европейцев. Со временем, как пишет автор, Соединенным Штатам надо будет подтолкнуть Европу, чтобы она взяла большее бремя расходов и усилий по укреплению своей обороны в отношении России. И это надо делать, безусловно. Но это нужно делать постепенно и планомерным образом, а не резко. Потому что если сейчас США не справляется с этой задачей в этом и следующем году, и если, не дай бог, приходит Трамп, все обваливается, то тогда происходит обвал в способности Европы обеспечивать свою, оборону от Российской Федерации. И вот тогда будут и экономические, и политические не просто трудности, а будут потрясения. И Соединенным Штатам все равно придется помогать Европе, но придется на этот раз делать форсированными темпами, отправляя уже свою живую силу, своих бойс в Европу. Следующий вопрос. Вот что нужно. Вот что нужно делать. То есть в 2024 году Запад должен предоставить тренировку и необходимое вооружение. В 2025 году будет уже перестройка, то есть Соединенные Штаты в этом году играют ключевую роль,
В следующем году это переходит на плечи европейцев. Деньги есть, что бы они там не говорили. Нужно просто осознать свои стратегические интересы. Дальше я вам скажу, что практически они есть все основания, индикаторы на то, что они осознают. Возникает вопрос, переговоры, опять переговоры. Вести ли сейчас переговоры с Рашей? Вот что пишет аналитик. Москва не заинтересована в том, чтобы просто захватить часть украинской территории. Путин неоднократно заявлял, что хочет изменить логику международных отношений, баланс сил, то есть ресет сделать, да? Вернуть ситуацию в Европе, по крайней мере, до ситуации как минимум до 1997 года, а может быть и дальше. Но тут вот я хотел все-таки оговориться. Я не верю. То есть Россия отключена от западной финансовой и экономической системы уже навсегда. Ну, не всегда, да, такое слово, которого желательно избегать, во всяком случае, на десятилетия вперед. Этого России не простят. И не только Путину, но и после Путина его предшественникам. То есть она будет удавлена экономически, как был удавлен экономически Советский Союз. На это нужно время, какое-то время. И сил у нее на то, чтобы, ну вот сейчас мы говорим, данные, 87% всей сухопутной армии кирдык. Нету ее. Восстанавливать. Годы нужны для того, чтобы восстановить. После того, что она получила под Адеевкой и в Бахмут, представить, что она влезет в Европу, в страны НАТО, ну, это надо иметь фантазию, тем более, что американцы сейчас нарастят, укрепят восточный фланг НАТО. Но мы, украинская дипломатия, украинская пропаганда, должны помогать таким аналитикам, как Ватлинг, пугать Европу, что Путин не остановится. Потому что надо планировать по худшему варианту. А худший вариант – это он не остановится, он пойдет дальше. Поэтому, если сейчас пойти на уступки, сесть за стол переговоров, здесь переговоров в мире вообще не может быть, потому что, ну, кто ж поверит Путину. Но не должно быть даже переговоров о перемирии, потому что, во-первых, если это произойдет, то Россия будет нарушать этот режим перемирия. И произойдет то, о чем говорила Рут Дреймонд. То есть будет на шею Украины наброшена удавка, которая будет затягиваться. Во-вторых, если сейчас пойти на переговоры с Россией, даже о временном прекращении огня, то Россия фактически докажет своим партнерам по оси зла, что Запад можно одолеть путем упорства, настойчивости. Запад не способен на долгое противостояние. А это тоже катастрофа для всего Запада. То есть можно его давить на Тайване, можно его давить на Ближнем Востоке. Теперь вот ситуация еще. Пригожина нет, но Вагнер, он существует. Он был преобразован в несколько экспедиционных корпусов, которые самым активным образом работают в Западной и Центральной Африке. А там для них работа непочатый край. Там что не руководитель государства, то коррупционер. Они все ждут, чтобы их коррумпировали. Их коррумпируют самыми грязными методами, на которые Запад не идет. Туда и наркотики идут, садят их на иглу или на понюшку. Туда прекрасных дам из бывшего Советского Союза экспортируют. Ну и там, в общем-то, Африка превращается в в рассадник бандитизма, терроризма и вообще в вертеп какой-то. Дальше, по мнению автора, Россия не хочет, она не способна. Она понимает, что прямой конфликт с НАТО, он бессмыслен, он опасен просто, Россия его не выдержит, но она создает и будет создавать, если пойти на переговоры с ней,
более активно, с большей помощью того же Китая, будет создавать очаги напряженности по всему миру. Вот я вам только что привел пример Африку, он будет создаваться на Ближнем Востоке, везде, где только можно, в Латинской, Центральной Америке и так далее. То есть с этим делом надо заканчивать. Таким образом, Соединенные Штаты и их европейские союзники сейчас стоят перед экзистенциальным выбором. Они могут немедленно принять план вот этот план, который описывает Уотлинг, то есть подготовки украинских военных к предстоящему наступлению, планомерным, столько, сколько времени надо, перевооружению или довооружению, с тем, вот в течение 2024 года, с целью нанесения, то есть фронтального, крупного наступления в 2025 году, или же продолжать утверждать ложный тезис, поддерживать ложный тезис о том, что война зашла в тупиковую ситуацию и надо идти на переговоры, потому что вот это будет ужасная ошибка. Это значит попасть в ловушку Кремля, Путина, куда они и загоняют сейчас Запад. То есть тезис о переговорах с целью прекращения огня – это ловушка. Это я абсолютно с этим согласен тезисом, блестящий тезис. Это ловушка Кремля, которую он сейчас через все свои ржавые вонючие бачки транслирует этот месседж на всех уровнях, на украинский, прежде всего на народ Украины, пытаясь сломить его волю, а потом втихаря вот при помощи этих переговоров. Как только они начнутся, тут же вот эта петля горота будет накинута на голову Украины. Поэтому вот такая ситуация. У Запада один выбор. Он должен понимать, как пишет Ватлинг. Если проигрыш в Украине произойдет Запада, то это продемонстрирует всему миру, что Запад не может справиться с одним вызовом, одним единственным мировой архитектуры безопасности, а значит, его надо давить по всем направлениям. Вот такая, господа, ситуация. Считаю, что это блестящий анализ. Это не значит, что вот так оно и будет, по понятным соображениям, поскольку карты не будут раскрываться, во всяком случае, с западной стороны. На этот раз, надеюсь. Затем руководство ВСУ имеет свою точку зрения. То есть детали могут быть разные, варьироваться. Но что важно, с моей точки зрения, первое. Не ставить политические цели, наконец-то. Гражданские пиджаки должны вообще закрыть рты и не издавать никаких звуков на эту тему. На карту действительно сейчас поставлено все. Потому что второй тупиковой ситуации или второй неудачи быть уже не может. Ну, просто не может. Это последний шанс. К нему надо подготовиться, причем с помощью государств, у которых не годовой, ежемесячный бюджет на военные нужды 100 миллиардов долларов. То есть есть все основания надеяться на успех, если сделать все это с умом. Из этого надо исходить. Теперь хотел бы вам еще рассказать, вернее, прокомментировать вопрос, который, безусловно, волнует вас всех. Мне пишут по поводу него, вот буквально сегодня, совсем от разных людей получил, в принципе, вроде бы разные вопросы, но они сводятся в одну точку. Зрительница из Херсона пишет: как же так, говорит Юрий Борисович, когда же мы сможем наносить удар по вражеской территории, по объектам на их земле? Несчастный Херсон, что они здесь вытворяют? И она описывает эти ужасы, которые мы все знаем. Постоянные обстрелы, убитые, ужасное разрушение в городе. Когда у нас будут средства, почему нам не разрешают наносить удары по вражеской территории? Другой зритель спрашивает коротко: когда нам поставят Торос? Ну, иногда, наверное, его читают как Таурус, но произносится по-английски Торос. Это ракета германская, которую мы ждем. Вот на этот вопрос, господа, я вам вкратце и отвечу. Тем более, что
Вчера я посмотрел видео, это интервью, которое дал Юрий Луценко Бориславу Березе по поводу того, как обстоит дело с украинской ракетной программой. Потому что эти два вопроса связаны самым тесным образом. Начну с кратким ответом. Запад не даст разрешения наносить удары по собственно российской территории своими видами оружия, своими ракетами. То есть они созрели до того, что можно будет наносить удары по российским объектам, инфраструктурам на оккупированных территориях, включая Крым. Я очень надеюсь, что будет дано, все к этому идет, будет дано разрешение наносить удары по объектам во всей акватории Черного моря, включая Новороссийск. Но моя идея, вот что я ожидал, состояла в том, что, с другой стороны, ВСУ, вернее, Украине, союзники по НАТО не будут запрещать или препятствовать тому, чтобы Украина наносила удары по объектам на чисто российской территории своими видами оружия. И в этом смысле я возлагал большие надежды на украинское оружие возмездия. Об этом оружии я впервые упомянул в украинском эфире в интервью, которое я дал в 2015 году. Это было одно из моих первых интервью Дмитрию Гордону, одно из первых интервью в YouTube-пространстве, потому что до этого я достаточно основательно присутствовал в интернете украинском в 2002 году, когда я расшифровывал и публиковал так называемые пленки Мельниченко. На самом деле это были записи, тайно сделанные ФСБ в кабинете Кучмы. Ну, это так, дела давно минувших дней. А вот по поводу YouTube, значит, в YouTube я сказал в одном из первых интервью Гордону, что Украине, а уже была оккупирован Крым, восточная, значит, то есть Донбасс. И я говорил, что Украине крайне необходимо оружие возмездия. Я его так и назвал. И в качестве примера я назвал ракеты СС-20. Это советские ракеты, которые, часть компонентов которых производились на Южмаше, но и учитывая историю и возможности Южмаша, который был центром, так сказать, в Советском Союзе производства всех ракет для мирных целей, «Сатана». Вот. Я говорил о том, что надо восстановить СС-20. Дальность его была где-то 2500 километров, чтобы эта ракета, чтобы враг знал, что она долетит до Кремля, если надо, поразит любой объект на территории Российской Федерации. Теперь, оказывается, программа создания оружия возмездия в Украине существовала. И вот я всем рекомендую прослушать это интервью Юрия Луценко, Бориславу Березе. Я не знаю, не ручаюсь за точность всей этой информации, которая там изложена, потому что, господа, вы же знаете, что Украина сейчас ведет несколько войн. Первое – это война всей Украины против Мордора. Затем война пятой колонны агентуры Мордора в Украине против Украины. Ну и, наконец, третья – мировая беспощадная война между так называемыми, говорю их условно, как их мне называют зрители, которые пишут мне смс-ки. Это война между порохоботами, условно, и зеленоидами. Там термины можете поменять как угодно, я взял самые такие нейтральные. Поэтому я не берусь точно сказать, поручиться за точность информации, которая была изложена Юрием Луценко, потому что, скажем так, я не верю, что с 2014 года Украина сделала все возможное для того, чтобы укрепить свою обороноспособность.
Но один факт приведу. В 2014 году в Донбассе, когда враг зашел туда, оккупировал часть территории, Украина потеряла патронный завод, который был демонтирован, вывезен в Россию. Вот с тех пор, с весны 14-го, и по настоящее время Украина так и не создала свой патронный завод. Как это может быть в стране, которая с весны 2014 года находится в состоянии войны, вот этого я не знаю. Но с другой стороны, я верю, что в Украине, потому что я знаю это от других источников, приближенные, так сказать, к оборонному комплексу Украины, ракетная программа Украины существовала до 2019 года. Худо, бедно, темпы, я не знаю, но она существовала. И часть ее было создание оружия возмездия, но не СС-20, а Нептун. И туда можно было добавить еще один ступень, да, можно было добавить ступень и практически 2500. Вот то же самое, что СС-20. У Израиля есть такое оружие возмездия, и оно крайне было бы необходимо. Даже не оружие возмездия на 2500, но вот с вот этим Нептуном никакая бы Америка, никакое НАТО не посмело бы сказать Украине, что вот свое оружие вы не можете использовать против ударов, для ударов по российской территории. Хотите бомбить Москву? Бомбите. Но все это надо делать с умом, потому что, ну же видите, что происходит. То есть, если удар Нептуном по серьезнейшим объектам, то это нужно делать, наносится удар, сносится крупнейший объект, и тут же начинается наступление сухопутных сил. Удары авиации, еще там, то есть это должна быть комбинированная операция, потому что до сих пор как происходит? Наносится удар по Крымскому мосту или там еще куда-нибудь, а потом несколько дней утюжится город Одесса, стирается с лица земли порты. Но сейчас вот 500 за несколько дней, за 5 дней 500 ракет. Это якобы за Белгород, хотя я очень подозреваю, что Белгород это была провокация, это был Гляевец, скорее всего, но тем не менее. То есть я считал, что к вот этому наступлению будет изготовлено какое-то количество оружия возмездия, которое будет способно уничтожить Черноморский флот вообще, как класс, по крайней мере, которое сможет наносить удары по НПЗ российским, по другим объектам инфраструктуры, которые бы серьезно осложнило бы жизнь врага. Ну и несколько ударов по серьезным объектам в Москве тоже бы привел в чувство. Ну и вот теперь оказывается, по утверждению аналитиков, и так это и есть, последние удары по Украине имели четкую особенность. Это были удары на уничтожение военно-промышленного комплекса Украины и, в частности, уничтожение ракетной программы. И они, к сожалению, возымели очень плохой для Украины эффект. Удар по КБ «Луч» был нанесен страшный. Один цех, по которому был нанесен удар, уже была тревога, люди продолжали работать на оборону Украины, и тут прилет, и вот весь цех, и там масса людей, причем это же сливки, это же безвозвратный капитал, это то, что самое трудновосполнимое, понимаете? Все это было погребено. Слава Богу, насколько я понимаю, ракеты не были уничтожены. Самое страшное, что было уничтожено, это вот человеческий капитал, люди, уникальные эксперты, плюс станки. Станки тоже были там уникальные. Станки можно найти за границей, как говорил Остап, нам поможет, с людьми хуже. Вот, господа, такая ситуация. Теперь, почему это произошло? Послушайте это интервью, значит, вы поймете, там называются конкретные фамилии. Закрыта была программа, ракетная программа Украины конкретными людьми, под конкретными фамилиями. Министр обороны Таран, начальник генерального штаба Хомчак.
Но мы же должны понимать, да, там еще есть руководители организаций, которые, ну, просто как шпионы-вредители, как диверсанты в интернете, на сайтах государственных организаций развешивают информацию о подрядчиках того же КБ «Луч», других компонентов ВПК Украины. Только начала создавать Украина это все несколько месяцев. И публикуется информация. И там же можно в интернете найти конкретные координаты, где находятся эти предприятия. И по ним были нанесены удары. То есть это, ну, понимаете, Абверу во время Второй мировой войны такое не удавалось. То есть здесь мы имеем дело, но если опять-таки списывать на идиотов, то это идиоты космического. То есть страной, тогда мы должны будем признать, что со стороны гражданской власти страной руководят клинические идиоты. Это смертельно опасно для страны, понимаете? Просто, но не может страна выиграть войну, когда не руководят клинические идиоты. Но я не думаю, что это клинические идиоты, потому что ведь тот же самый Таран, он же не сам себя назначил министром обороны. То есть, как говорил Ленин, потом повторял Сталин, кадры решают все. Завалить в воюющей стране, в жертве агрессии все можно при помощи целенаправленной кадровой политики. Сади туда кротов, агентов Москвы, ноги которых растут туда, или руки, так или иначе, просто коррумпированных, люди на компромате. Я вам скажу, что во времена Советского Союза Украина – это было форпостом КГБ. Под КГБ я имею в виду 5-е управление. В Украине не было фактически ни контрразведки, ни разведки. 5-е управление, которое вот вербовало и студентов, и преподавателей, и завмаг, шеф базы, да все, что шевелилось, понимаете? И все это в Москве сейчас находится. И вот такое впечатление, что всем этим кротовникам при помощи грамотной кадровой политики вот его посадили на ключевые посты. Кто у нас в стране, я имею в виду в Украине, кто у нас в стране главный кадровик? Кто назначает этих людей? Там сняли одного, посадили Леху Золотое яйцо. Там он не закрыл, говорят, даже наоборот, открыл программу, но открыл. Некоторое время она посуществовала, а потом нанесли удар, как только она перилась, появились первые результаты. Он открыл, и тут же закрылось обратно все это, понимаете? Где служба, где СБУ, в конце-то концов? Чем оно занимается? Ну ладно, диверсию там, кого что-то там взорвали, хорошо, молодцы. Взорвали какую-то взрывчатку где-то, браво. Корабль подорвали, тоже все замечательно. Но тот удар, который за последние 5 дней был нанесен по ВПК Украины, и прежде всего по ракетной программе, это крупнейший провал, который перекрывает все успехи СБУ. То есть это двойка, это 0 практически. Оценка за работу. И вот вам ответ. Слава Богу, что в сложившейся ситуации не все ракеты, Нептун в частности, были уничтожены. Есть в загашнике. То есть для нанесения ударов, еще раз я повторяю, отвечая на вопросы моих зрителей, немцы не разрешают Таурусам или Торосам бить по Москве, как американцы не разрешают своими новейшими атаками. Они придут, безусловно. И уже Storm Shadow есть. Теперь полным на 24/7 работает Консберг, это предприятие в Норвегии, о которой я недавно вам рассказывал. Причем вне очереди в Украине создают 6 насамсов, закрывая небо и так далее. То есть мы можем все это ожидать, мы вправе на все это рассчитывать. Но в конце концов надо что-то делать. Теперь, значит, в этом же интервью Юрий Луценко с Березой, они обсуждают, что дальше. То есть ВПК надо строить.
Дядя Сэм не все время будет давать свои деньги и свое оружие. Он запустил программу последние месяцы на полную катушку создания ВПК в Украине. И вот результат. Что делать дальше? Значит, Юрий Луценко высказал мнение, что надо на территории Украины это все делать. Там есть подземные цеха, заводы, которые строились во времена Советского Союза. В горах где-то там есть. Господа, я вам так скажу, вот, имея тот оперативный опыт и знания, которые я имею, в Украине такое количество кротов, и оно сидит на таких должностях, что оно практически безнаказано сейчас. Просто. И вы видите, они пошли ва-банк. Один там орет о том, что надо идти к Путину на поклон и заключать какие-то бредовые идиотские союзы. Другие выставляют открытую шпионскую разведывательную информацию, на основании которых уничтожается только что начавшиеся приобретать контуры, значит, предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Нельзя в Украине ничего делать, потому что так будет бесконечно. Опять что-то построят, только-только запустит линию, опять то ли изнутри пятая колонна взорвет, то ли идиота поставят, который закроет финансирование, или обанкротит предприятие, или пришлет туда аудиторов государственных, которые не дадут ему работать вообще, или ракету, кинжал там, или еще что-нибудь пришлют. То есть нужно вычистить сначала вот эту всю нечисть, и только потом можно будет что-то делать. Поэтому надо под иностранным зонтиком. Я согласен, если это делать на иностранной территории, то, ну, сами понимаете. Но работает же иностранное предприятие. Сделайте, откройте предприятие в Украине, откройте ее в штате Делавэр, офшорная зона Соединенных Штатов Америки. Откройте ее вместе с Соединенными Штатами Америки. Или сами откройте. А ее филиал на территории Польши или на территории какой-нибудь страны Балтии. Это будет надежнее, господа. Это будет гораздо надежнее. Это нужно делать. Вот вам и ответ, господа. Еще раз повторяю. Торосом, Атакамс бить по центрам на территории, собственно, Российской Федерации западные союзники не разрешат, потому что это Третья мировая война, на этот раз ядерная. А вот если Украина это сделает, никто не будет возражать. Первое. И враг не будет это воспринимать как повод для ядерной войны, потому что это ответ, это война, как говорится, алягер, камалягер. Вот что хотел сказать, отвечая на эти два кратких вопроса. На этом, господа, позвольте закончить этот выпуск. И, как всегда, слава Украине, слава ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, друзья, желаю выдержки, мужества, неуклонной веры в нашу неизбежную победу.